Всем привет! В хоккей не играю и речь пойдет не о спорте, но один из атрибутов, а именно шайба, мне сегодня понадобится. Завалявшаяся в коробке с хламом из прошлого. Пневмоподушка от автобуса ЛиАЗ-677. Купил абсолютно новую, достаточно хорошего качества. Далее беру остатки квадратной трубы и срезаю по 100 и 95 мм. Отрезки подготовлены и аккуратно расположены на столешнице. Можно приступать к следующему этапу изготовления. Листовой металл шестерка приобретен когда-то на металлоприемке. Состояние сравнимо с прожженным жизнью и временем лицом старика лет этак под 90. Разметка керном под круги в количестве 2 штук, с легкостью очерчивая штангенциркулем. Следующим в работу вступает плазморез. На таких деталях незаменимая вещь. Вырезаю один и следом второй круги. Идеально ровно вырезать, конечно же, не получилось, да и резал с небольшим припуском специально, чтобы потом подровнять зачистным на болгарке. Прожженную жизнью поверхность зачищаю металлической щеткой. Вторая сторона менее повреждена коррозией, что очень важно для будущего приспособления. Блинчики готовы, точно так же и зачистил второй. То, что еще пришлось купить, а не сделать самостоятельно, это 2 фланца. Они имеют специальное посадочное углубление под подушку. При наличии токарного такой бы необходимости не было, но пока как есть. Фланец использую как шаблон для разметки под отверстие и направляюсь к сверлильному станку. Пока только на одном сверлю небольшие отверстия, и уже этот круг далее буду использовать как шаблон для сверления второй детали. Поставив 3 сварные точки, я надежно зафиксировал детали между собой. После прохождения тем же сверлом по всем отверстиям меняю на 10-й диаметр и все по новой. Срезаю прихватки и после зачищу лишнее. Также из остатков шестерки вырезаю небольшой прямоугольник. Вместе соприкосновения с кругом на детали снял фаску под сварку. Одеваю маску. Почему-то на голове шлем. Быстро исправляю эту несуразицу и приступаю к сварке. Деталь приварена, после зачищу сварной шов. Да какого? Боевой топор? Откуда? И булава? Шлем с рогами? Ребята, да это же викинги! Мобильная игра, которая стала спонсором сегодняшнего видео, и с вашего позволения я хотел бы поблагодарить разработчиков. Викинги — это стратегия, в которой каждый может проявить себя в захватывающих сражениях, построить свое королевство, создать кланы, сражаться и получать поддержку от союзников. Именно поэтому я все еще играю в Викинги. Представьте, более 20 миллионов игроков со всего мира уже погрузились в суровый мир викингов, полных грандиозных сражений многотысячных армий в реальном времени. Но викинги — это не только битвы, это также развитая система рейтингов, разнообразные соревнования, стильная запоминающаяся графика и возможность выбирать снаряжение и стиль боя своей армии, и все это в одной игре. А также я рад анонсировать конкурс, который я провожу вместе с создателями игры. Викинги уже разыграли множество призов, а в этом месяце разработчики подготовили просто бомба-конкурс. 2 игрока, дошедших до 10 уровня дворца, получат возможность выиграть iPhone 11 Pro. Ну а суперприз MacBook Pro сможет забрать тот, кто достигнет самого высокого уровня дворца до конца ноября среди остальных участников. И это под силу каждому. Внимание! Розыгрыш состоится 3 декабря. Друзья, каждый ваш переход по моей ссылке помогает мне развивать мой канал. Качайте викингов именно по моим ссылкам под видео в описании, ведь вдобавок по моим ссылкам вы получите 200 голды и бесплатный щит. Не забудь досмотреть видео до конца, а также ищи меня в игре под ником TerraFox. Вперед! Полдюймовая труба необходимо отрезать 180 мм. Также 16-я шпилька, которая плотно, но все же подходит под внутренний диаметр трубы. Зафиксировать решаю сваркой через просверленные отверстия в трубе. Возможно или наверняка отверстий можно было бы сделать меньше, и это никак бы не сказалось на моменте фиксации. Пока деталь остывает, приступаю к следующим. Листовой в 10 мм, размечаю центр и штангенциркулем вырисовываю очередные круги совсем небольшого диаметра.
Далее по накатанной к сверлильному делаю очередные отверстия. Меняю сверло на потяжелее, а точнее 16 и рассверливаю малый диаметр. Круги нужно вырезать, так же как и в прошлый раз дам припуск по внешнему краю для последующей обработки. Теперь, пока эти детали остывают, приступаю к обработке трубы со шпилькой. Сбиваю шлак зубилом, который держится не совсем крепко. Для последующей обработки продеваю шпильку. По бокам шайбы с гайками, в тиски и хорошенько затягиваю. Вставляю в патрон, благо диаметр позволяет, и выравниваю торцы детали при помощи болгарки и лепесткового круга. После шлифовки можно изъять и разобрать. Потом я понял, что шпилька, на которой я планировал накручивать гайки, была ошибкой из-за того, что их просто будет затягивать при вращении колесиков. Вместо шпильки подошел бы обычный кругляк. Сверлю по одному отверстию с каждой стороны, это позволит отказаться от гаек. Листовой металл двойка, разметка по 15 мм полосы. Эти полоски сыграют роль ограничителей на стенках отрезков труб. Но предварительно их нужно подготовить, отметив расположение отверстий, которые я в последующем просверлю. Приварив на одной стороне, молотком деформирую, примыкаю к следующей и так по кругу. С остальными я же поступил проще, зажав трубу в тиски. Так оказалось гораздо удобнее. Как говорится, умная мысля приходит опосля. Первый экземпляр готов, заметьте, сварка в нижней части полосы отсутствует, это важно. После 50-й трубы беру 40-ю и 30-ю, повторяю абсолютно такой же процесс по внешним стенкам. Оставшуюся полоску теперь пускаю на изготовление небольших уголков. Также эти уголки можно изготовить из той же квадратной трубы, кому как удобно. Под каждый размер трубы соответственно подходящий размер уголка. В 60-й трубе ограничитель будет только внутри. Располагаю на самом краю и после привариваю внутри зазора между ними, а также обвариваю край. Лепестковым кругом забрал все лишнее. Напильником сгладил шов внутри трубы. Итак, все отрезки обработаны и готовы. В 60-й ограничитель только внутри, в 50-й снаружи и внутри. А 30-я имеет ограничитель только снаружи. Заждавшаяся труба со шпилькой должна примкнуть к выступающей детали. По-простому ее нужно к ней приварить. Гайку на 16, накрученную на шпильку для удобства размещения в трубе, я привариваю внутри верхней части. Теперь понадобится болт, в наличии нет, но есть гайка и шпилька, из них я и сделаю болт. Полдюймовую трубу немного сгибаю у края. Маркером разметил часть трубы, которую нужно вырезать. Сам край необходимо расплющить, под молотком труба поддается легко. Противоположный край подлежит подготовить под приварку полдюймовой резьбы. Это если нет наличия плашки подходящего размера. Приварил, зачистил и возвращаюсь к противоположному краю, который приварю над отверстием круглой детали. В этом месте шов должен быть герметичным, что я и постарался сделать. Труба 20 на 20, два отрезка по 120 мм. Их нужно будет приварить в нижней части собираемой конструкции. И следующим этапом будет приварена ручка чуть ниже имеющейся резьбы. Ручка на месте, теперь давайте все-таки посмотрим на принцип работы телескопического ограничителя. Друг в дружку, как матрешки, разница в том, что перевернув, они не выпадут. Теперь этот телескоп размещаю на основу и приварю. Поскольку две трубы были чуть короче остальных, я на той, которая 50 на 50, приварил ограничительную пластину.
которая не позволила провалиться более коротким. А короче они по причине ограничения высоты. Скажем так, небольшая перестраховка в 10 мм. Второй круг несу под свердло для отверстия в конечном итоге под 16 мм. Самодельный болт я все же решил укоротить из-за чрезмерной длины. Приваривать буду только в верхней части, в нижней должно быть плотное прилегание, и сваркой этот момент нарушать не буду. 10-й кругляк зарядил в трубогибочный станок, собираюсь сделать кольцо небольшого диаметра. Из-за ограничения по потолку спускаюсь на пол. Станок не рассчитан на малые диаметры, поэтому это все, что я с него выжал. Уменьшить диаметр пытался в тисках, но безуспешно. Взял круг с болтом и решил повторить форму, приваривая кругляк, продолжая его сгибать. И если долго мучиться, что-нибудь получится. По итогу получилось вот такое вот кольцо. Еще одна полоска из металла двойки. Уже имея опыт, беру шайбу и также сгибаю, но уже немного легче, чем предыдущий кругляк. Теперь это кольцо нужно попросту приварить, учитывая, что шляпка болта должна находиться по центру. В самой же шайбе сверлю отверстие и, приложив такую же гайку, размещаю границу углубления. Стамеской вгрызаюсь в резину, отсекая все лишнее. Для примерки воткнул гайку, все подходит, очередная деталь готова. В общем-то все детали готовы и теперь остается их покрасить. Ну а теперь всего-то навсего осталось собрать. Но что-то мне подсказывает, сборка не пойдет как по маслу. Причина – очень жесткие стенки пневмобаллона преподнесут сюрпризы. И вот мои предположения сбываются. Кольцо, которое нужно всего-навсего одеть на одну из подушек, прилично сопротивляется. Но как мы уже знаем, если долго мучиться, что-нибудь получится. В конце концов, сдавив подушку с обеих сторон, все получилось. Впереди стояла задача куда более сложная, чем предыдущая – одеть фланец на очень жесткое горлышко подушки. Горлышко в разы плотнее стенок баллона, по ощущениям внутри еще и находится корд. Если бы я не видел такие фланцы на готовых домкратах в сборе, был бы уверен, что фланец точно невозможно одеть. Но так пока безуспешно пытаюсь воплотить задуманное. Через минут 20 я наконец-то понял, что в две руки это сделать невозможно. Пришлось звать на помощь свою вторую половину и пожалел. Пожалел, что не сделал этого раньше. Дело пошло, и очень быстро мы одели фланец и приступили ко второму. Результат не заставил себя долго ждать. Теперь телескоп из квадратных труб перед сборкой нужно смазать. В наличии был литол. Наношу на стенки щедро, чтобы было все на мази. Пятно контакта горлышка с фланцем также решаю обработать литолом для более плотного соединения. Закручиваю крышку и можно прикручивать болтами к фланцу. Опять не все гладко, толщина горлышка не позволяет свободно соединиться двум деталям. Пришлось струбцины поджимать и только потом вкручивать болты. Абсолютно все то же самое в нижней части домкрата. Далее колесики. Схема фиксации очень проста. Шайба и обычная шпилька. Этого вполне достаточно. На шайбе со стороны углубления снял фаску с расчетом на сварной шов внутри кольца. На конце трубы осталось накрутить шаровый кран. Также уплотняю резиновой прокладкой перед тем, как вкрутить штуцер под быстросъем. На рукоять самая обычная ручка с велосипедного руля, и сборка завершена. Проверяя на работоспособность, все работает. Звуков пропускания воздуха нет. Внешне ничем не хуже тех домкратов, стоящих в магазинах. По характеристикам баллон рассчитан на 0,7 мегапаскалей.
то есть 6,9 атмосфер и максимальную нагрузку в 2640 кг. Ограничение по высоте 360 мм, в максимально сложном состоянии 170 мм. Давайте проверим его в реальных условиях под автомобилем. Поднимаю медленно, потому что не знаю, чего ожидать. Все-таки самоделка как-никак. Но видим, что переживать не стоило, все отлично. Пневмодомкрат работает отменно, высота подъема приличная. Ни в коем случае не пренебрегайте техникой безопасности и выставляйте дополнительные упоры под несущие части автомобиля при проведении ремонтных работ, находясь в это время под машиной. Пневмодомкрат достаточно популярен на шиномонтажах из-за скорости подъема и долговечности. Но и у себя в гараже, я вам скажу, такой штукой пользоваться очень приятно. Цель этого видео не о том, как сэкономить на данном инструменте, а показать процесс изготовления и принцип работы устройства изнутри. Все мы прекрасно понимаем, я надеюсь, что чисто экономически было бы проще пойти и купить готовый домкрат. Рекомендую подписаться на мой канал и нажать значок колокольца под видео, чтобы не пропускать дальнейшие видео. Каждый из вас, я думаю, найдет для себя что-то полезное. С вами был Андрей, всем пока.